Привет всем, это канал Бакинека Бэдди Байс. Мы продолжаем прохождение Max Payne. Это первая глава второго акта под названием «Бейсбольная бита». Мы сейчас будем пытаться выбраться из гостиницы Люпина, куда нас притащил Фрэнки Ниагара вместе с головорезами Пунчинелло. Из оружия у нас только бейсбольная бита. I woke up in a bad dream. My head felt 2 sizes too small for my brain. Max Payne, I envy your name. And the killer was smiling. Pleased to meet you. I'm Frankie the Bat Niagara. Niagara, as in you cry a lot. He had a baseball bat and I was tied to a chair. Pissing him off was the smart thing to do. Nothing wrong with a little laugh now and then. Take me, for example. I love to watch cartoons. Cartoon violence is a fascinating thing. Let's take a break. I need to take a leak and maybe grab a cold one at the bar. Don't worry. I'll be back to finish this off. And then, it's checkout time. You play, you pay, you bastard. He swaggered out, and the door clanged shut behind him, locks clicking into place. Everyone makes mistakes. Mine hadn't been to crack jokes about the goon with the bat. He'd have cracked my skull regardless. It hadn't even been to trust a girl with a gun. I had blindly gone after the first bad guy on my hit list when I should have been aiming further up the ladder, at the head of the Punchinello family. I couldn't bring myself to be pissed at Mona. Guess I had a soft spot for a pretty face. But when somebody decides to play baseball with your head, you tend to get sore. They had dragged me back to the basement of Lupino's hotel. I was beaten, bruised, and blue. I felt like the chair I had broken to get free. All I had was Niagara's bat, sticky with my own blood. Только бита. Заперто. Заперто. Да, это, кстати, то самое место, где мы обнаружили газету «Капитан Бейсбольная бита». Дверь заперта. Шкаф. Without a gun, I'd be no match for Frankie's men. I'd have to play hide and seek with them. Сейчас мы поиграем в немного примитивный стелс. Примитивный по той причине, что у нас нет оружия, но придется прятаться. Ждем здесь. Наша задача добраться до дальней правой комнаты. Там будет куча оружия и боеприпасов. И меньше противников. Один прошел, ждем следующих. По-моему, они ходят кругами. Ага. Трое головорезов. Ждем, пока не зайдут за дальний угол. Это будет не скоро. Я боюсь, что может кто-то уйти за левого угла. Тогда нам не сдобровать. Куча противников. Мы успели пройти, нас никто не заметил. Ну что ж, друзья, вооружаемся. И ждем.
меня есть небольшой трюк. Готово. Ловите, ублюдки. Готово. Фух, это было нелегко. Ну что ж, можно собрать боеприпасы. Кажется, здесь больше никого нет. Главное, не забывать разбивать коробки. Обезболивающее. Упс. Так, здесь, кажется, больше ничего. Комплект полон. Ну что ж, идем дальше. Тут есть еще одна дверь. Another newspaper caption for a murder scene. Еще одна газета с места преступления. Frankie had left his calling card, a Captain Baseball bat boy strip, next to a sewer passage filled with bodies. You'd better not mess with Captain Baseball Bat Boy. Even my arch enemy, Bicycle Helmet Girl, swoons at the sight of me. Aha! There were enough corpses to put a mass murderer to shame. Да, Фрэнки чертов мясник. Еще обожает газету «Бейсбольную биту». Капитан бейсбольной биты. Ну и, собственно, людей, наверное, бить этой бейсбольной битой также. Ладно, скоро мы нанесем ему визит. Так, здесь больше ничего. Лифт. Помповое ружье. Да, неплохо нас поцарапали. Граната. Похоже, все. Ага. Ах ты, паскуда. Еле остались живых. У нас нет ни одного обезболивающего. Надо срочно искать. Склад. Наконец-таки музыка эта страшная закончилась. Нет, она, безусловно, классная в рамках саундтрека Max Payne, но просто уж очень мрачная, атмосферная. Все-таки на свежем воздухе немножко расслабляешься. Ну что, друзья, здесь больше ничего. Выйдем на улицу. Скорее всего, лучше взять один инграм. Огонь. Что там произошло?
Полиция заблокировала улицу, но, видимо, их всех перебили. На связь никто не выходит. После масштабной перестрелки, которую устроил здесь Макс, они попытались оцепить гостиницу. Но, видимо, не сдержали напор пришедших сюда потом людей Панчинелло. Ага, точно. Все верно, мертвые полицейские. Бедолаги. Не дождались меня. The men in blue had come and gone. They had decorated the place with chalk outlines and tied it together with yellow tape. The cops who had stayed behind were dead. Frankie, his boys, and I had the place all for ourselves. Опять гостиница. Лаунж, комната отдыха. Ворота закрыты, к стойке администратора мы не пройдем. Крыша, через которую мы попали в прошлый раз в лобби. That crazy witch, you should have heard her. She was a real scream when the boys caught her trying to cap the Don. Oh, that's friggin' bad. To the trio? That's even worse than what Frankie's doing to that poor bastard downstairs. She's gonna take a long time to die. The mobster muscle on the phone was talking about Mona. Punchinello's trio were nothing but bad news. There he is! More evidence that Punchinello didn't like me much. Радио. The fact remains that all the victims so far identified in the Ragnarok shooting have been known criminals, many of whom had large doses of V in their blood. Reliable sources say that Max Payne was also among those killed, although no body has been recovered at this time. Reliable sources. That meant somebody thought the Mafia had me and didn't want the cops snooping around anymore. The body would be delivered to them barely recognizable. Case closed. Don Punchinello had the power to be that reliable source, which was no news. But his news was old news. Framing me hadn't been enough. Don Punchinello had put a hit on me. He wanted me dead, and it had been important enough for him to give written instructions to Frankie about it. Max Payne should die like a dog for the trouble he's caused. Frankie, I know I can trust you to give this matter the dedication it needs. Тут Панчинелло немножко недооценил Макса. И да, сведения его немного устарели. Мы живы. И рано или поздно до него доберемся. Все прибрано. После той резни, что мы здесь устроили. Туалет. Черт, а? Чуть не застал меня врасплох. Отличные трусы. Шкафчик пустой, конечно же, в прошлый раз очистили. Ну что же, бар. The hotel bar was fast developing quite a history. True to his words, Frankie was there, having a beer. Jesus Christ. How the hell did you get loose? Got bored waiting. Thought, what the hell, we could just as well finish this here. Вот черт. Да, так не работает, ребята. И гранат больше нет. Так, мы хрен кого достанем. Отлично. Остался один Фрэнки. Ну что, держись. На, собака.
А Ингрэм-то закончился. Будем бить дробовиком. Готов, ублюдок. Боеприпасы, пока не поздно. Thank you. You've been a lovely audience. Had enough? I don't play with girls anyway. Unfair! I spotted the tail as soon as I left the hotel. A big black Mercedes. I'd seen the car before. That time it had heralded impressive explosions. Vladimir was back. Bang! You're dead, Max Payne. I might have laughed if I remembered how. What's this supposed to be? Cops and robbers? Look, you want something with me? Get in line. Peace, man. Relax. You know you are a real news item. Armed and dangerous. I am going to make you an offer you can't refuse. I've always wanted to say that. It's a bum rap. I've been framed. That's a moot point. Whatever you did or did not do, I'm sure you had good reason for doing it. Want to hear me out? I'm listening.